Бездыхание — название интерактивной инсталляции, о которой я хочу сейчас рассказать. Само название позаимствовано у Жак-Люк Годара, одного из моих любимых режиссеров. Его фильмы 70-х, 80-х годов я могу пересматривать бесконечно. Ну и надо сказать, что два его последних фильма «Прощай, жизнь» и «Образ речи» очень интересны. Я советую их посмотреть, если вы их пропустили. Также название отсылает к одной из функций инсталляции. Это дыхание посетителя, который является частью этой инсталляции. Меня всегда интересовала психология человека, что заставляет людей совершать те или иные поступки, какие эмоции их к этому побуждают. И эта инсталляция о двух наиболее сильных эмоций, моторах нашего наших действий — это страх и удовольствие. Государство, общество давно освоили эту истину и прекрасно используют в своих целях. Точно так же, как и масс-медиа, которые умеют манипулировать общественным мнением, создавая ту или иную атмосферу страха или атмосферу радости. Ну и надо сказать, что масс-медиа — это вездесущие. Они сопровождают нас, они формируют нас, они учат нас. Наше видение жизни сильно зависит от них. Хотя, безусловно, существует и дом, и семья, и школа, но масс-медиа, они всегда рядом. И если мы ищем что-то, и мы хотим что-то узнать, мы опять же идем и гуглим, прогуливаем в интернете то или иное слово или понятие. Моя инсталляция состоит из 3 световых скульптур. Первые 2 скульптуры с помощью компьютера соединены с интернетом, а точнее RSS — это обобщенная сводка сайта, которая служит для описания, для того, чтобы опубликовать новости, изменения, которые происходят в этот момент в мире или в обществе. И RSS-систему используют все газеты, блоги, телевидение, которое на интернете. Первая скульптура считывает все слова, связанные со страхом, а вторая — все те, которые связаны с удовольствием. У каждой скульптуры приблизительно список запрограммирован из 100-120 слов. Если одно слово много раз найдено и повторяется, то это меняет, как скульптура светится. Например, если найдено только одно какое-то слово, будет освещена только одна диодовская линия. А если это слово повторено, допустим, 50 раз, то вся скульптура засияет. Как, например, в Италии очень часто попадалось слово «мафия», которое делало скульптуру настоящим сияющим шаром. Или, например, в Риме произошло землетрясение, которое никто не заметил, потому что оно не было очень сильное, но зато мой арт-объект нам сообщал с периодичностью в 5 минут, что было землетрясение. Точнее, что оно, так сказать, как бы или есть, но мы этого не знали, но просто слово «землетрясение» появлялось все время. Ну, а третья скульптура — это, собственно, для меня олицетворяет окружающую среду, потому что я решила, что ее не надо забывать, она все-таки вокруг нас, хоть мы ее и меняем, но тем не менее она есть, и пока что она еще нам сопротивляется. И поэтому эта скульптура в данном случае, она реагирует на
шумовое загрязнение. И у всех трех объектов есть одна общая функция, одно общее свойство, которое обеспечивается ананометром, о котором я уже говорила в начале. То есть посетитель может своим дыханием прервать бесконечный процесс, как световой, так и текстовой. Дыхание меняет цветовое померное освещение, переходит к мигающему и одновременно все слова, которые отображаются на дисплее, превращаются в нечитаемые символы. Ну и все, собственно, объекты, если нет посетителя, вполне самостоятельно и живут своей собственной жизнью. Ну и еще надо сказать, почему я выбрала дыхание как вот одну из функций инсталляции. Потому что, ну, во-первых, дыхание – это та функция, которая обеспечивает жизнь нашего организма. И одновременно это важный символический акт, о котором рассказано во многих мифах. И также всем известно выражение, как вдохнуть душу, то есть оживить что-то, возродить или вложить душу, что значит отдать все силы. И, соответственно, это действие важно и возможно только тогда, когда человек находится в выставочном зале. В нашем современном мире, когда технологии дали безграничную власть теми, кто им обладает, когда человек стал бессилен в этом виртуальном мире против как бы этих масс-медиа, потому что этот виртуальный мир, он значительно более сконструированный и значительно более доминирующий, чем мир просто как бы обыкновенного человека, то, соответственно, единственная возможность всему этому противостоять этой машине, это физическое присутствие. Физическое присутствие, которое, собственно, теперь мы и наблюдаем во всем мире, когда люди выходят на улицу и пытаются чего-то добиться, но уже это происходит не на интернете, не в медиах, таких масс-медиах, как газетах, а именно просто их актом быть. У меня возник вопрос, то есть ваши инсталляции, они очень сложно составные, в них очень много элементов, которые требуют такого, можно сказать, совершенно самостоятельного продумывания. То есть художнику надо быть и скульптором, и, собственно, иметь какие-то навыки. Ну, то есть в инженерии, в программировании, скажем так, уметь прогнозировать, да, там, восприятие зрителя на определенные вещи. Вот как вы справляетесь с такой многозадачностью внутри проектов? Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, меня просто всегда интересовали новые технологии, и я всегда слежу то, что происходит, то, что новое, чем можно увлечься и заняться. Ну и одновременно, конечно, безусловно, у меня всегда, я должна сказать, что я всегда очень счастлива, у меня прекрасные всегда есть как бы ну, не сотрудники, а такие как бы партнеры, которые помогают создавать инсталляции. Например, Breathless — это инсталляция, фактически это работала я с Сайлоном, с чудесными абсолютно Алексеем Грачевым и Сергеем Коваровым, которых я обожаю, и, собственно, благодаря им эта инсталляция, собственно, так сказать, родилась, потому что Сергей программировал, Алексей, он делал то, что, так сказать, инженерную разработку, опять же, системы LED, как она должна работать, чтобы ничего не сгорело, то, что это отвечало бы на разные стимулы, которые шли либо, так сказать, от компьютера, то есть, точнее, от интернета, либо которые шли от ананометра.
Вот, а нанометр тоже специально был сделан другими чудесными, другой чудесной группой, имя которой Интерфейс Z, и эта группа французская, она давно, очень давно известна, где-то с конца, наверное, 90-х, с 99-го приблизительно они начали работать. Это два человека, базы как бы этой группы. Они оба ученые. Франсис Бра, он физик, у которого есть и диссертация и так далее, и он, собственно, преподает в Сорбоне физику. И Сандрин Шери, который Кири, точнее, которая биолог, тоже, опять же, и аспирант, доктор наук, и они в какой-то момент стали работать с художниками и, собственно, разрабатывать какие-то именно гаджеты, которые мы используем. То есть, опять же, еще раз надо сказать, что мне очень повезло, и поэтому я очень благодарна этим людям еще раз.